Всем привет! Это мой Марк II, меня зовут Михаил. Я думаю, многие знают, раньше он был в виниле, единственный такой 90-х, то есть в таком виниле, это как бы индивидуальный дизайн. Поклеивался он 4 года назад, продержался, то есть вообще этот винил молодцом, сколько колес разлеталось и прочего, то есть там страдал металл, а винил, то есть держался, ничего не отлеплялось, все было отлично. Ну вот единственное, под винилом краска отлетала, то есть от того, что там арки катал, колеса разлетались, то есть там металл где-то гнулся, что-то, то есть там бампера лопались, а винил был целый, как бы, все ништяк. Было жалко, конечно, сдирать его, но я думаю, что Марк еще лучше будет, то есть сейчас все покрасится, восстановится, двери поменяются, поклеим заново, то есть как бы сколько это бы не стоило, поклеим заново винил, и Марк станет еще четче и круче. На данный момент вот такой вот он сейчас стал. Проделано, короче, много работы. Будем продолжать. И прям вот отсюда, посмотри, вот она как должна идти. Из-за чего все это началось? Раскатывали арки под шаганы, крыло замялось. То есть в некоторых местах, где стояли клипсы. И на данный момент, то есть, решили покрасить машину, отстучать арки по-нормальному и отшпаклевать аккуратненько. Вот здесь сравниваем с бампером, чтобы вот было ровненько. Сейчас покажем с другой стороны. Вот у нас вот эта часть крыла уходит вовнутрь и не стыкуется с бампером. И арка вся вот достаточно кривая. Под пленкой было не видно особо-то. Я думаю, пойдет. В сравнении с той аркой вообще прям идеал. Ну а ничего, мятин не останется, да? Он все-таки не есть. Не, ну это все будет отшпаклевываться. То есть сначала все счистится, а потом отшпаклюется. Блин, здесь вообще прям она идеально идет. Тут угол далеко, высоко. В общем, между бампером и крылом большое расстояние, а с той стороны прям маленькое расстояние, поэтому там как-то четче крыло сходится с бампером. Поэтому хотим сейчас угол подогнуть. Мне кажется, не прокатит. Выгнуто, видишь, крыло снизу. Вот здесь крыло, походу, клипсы вон выгнуло отверстие. После снятия бампера туда подстучим отверстие это, и при сборке, я думаю, будет все четко. Такой Марк был, такой Марк, о, взял, все расфигарил, ё-моё. Все, сейчас ништяк. Блин, ну как-то нифига не ништяк. Чуть-чуть прям замято. Бампер снимем, подстучим. Увидимся с вами в следующей серии. Все, пока. Да, до свидания. Следующая серия, когда мы уже боком будем ехать на нем. Ну что, здесь такая же беда. Вот задние арки, они не гнилые, ничего. Стоит бампер BN Sport вот так вот. Вот. По сих пор, получается, у меня арки вот здесь катанные. Я их раскатал. Вот здесь вот бугор, потому что арка сильно раскатана. Вот он, не знаю, видно, не видно. Отстучать молоточком, чтобы вот этот бугор ушел. Было-то вообще криво, а под пленкой не видно. Я думаю, пойдет. Вот так вот будет шпаклеваться. Еще нужно вот здесь подправить. Это мне буфер в первый год дрифт прилетел в багажнике. Да, но все-таки винил тут вообще подустал, да? Не, ну он подвыцвел, то есть жопа была ярче. Она выцвела. Так в целом, то есть он нигде не отклеивался, все было топ. Теперь нужно с этой стороны сделать то же самое, что и с той. Вот здесь у нас лютый залом. Вот залом, вот залом. Вот здесь бугор, вот он идет. Вот здесь у нас вспучки появились, потому что вот это крыло мененное, и оно красилось. А с этой стороны это все заводское, поэтому у нас как бы все в достойном состоянии. Капот BN Sport покупался у Обера. Вот с правой стороны пролазил палец вообще. Я не знаю почему. Ну, видать, матрица, может, у него кривая или что. Я брал капот, пропиливал с торца болгаркой аккуратно. В
вкладывал стекловолокно, по бокам делал малярный скотч и проливал, то есть эбоксид. И потом вышлифовывал, и вот у меня получился зазор четкий. Ну, заводской зазор, короче. Вот в одном месте почему-то здесь только треснуло. Ну, я не знаю, там либо шпаклевка, либо грунтовка, но скорее всего там грунтовка, потому что здесь шпаклевки мало на капоте. Зашпаклюю. Ну и в принципе так капот перетереть. Он немножко подпросел. Он уже сколько, года 3, наверное, покрашенный, как стекловолокно стало видно, он такой, то есть весь ребристый. Как сказали маляры, надо все перешкурить просто, загрунтовать по новой, и должно все быть четко. Ну и тут, соответственно, вот эту арку я ее болгаркой вычищу сколько смогу, а дальше отпескострую. Будет все дальше поклеваться. Заднее стекло, я так понял, срезали когда-то. Крыло менялось, вот здесь вот отрезалось, вот так вот, и вот здесь вот. Но вот если бы вот здесь не вылазила, ну не вылезла бы ржавчина спустя, я не знаю, там может лет 10 назад это делали, то в жизни не догадаешься, что крыло мененное, потому что вот эти все кантики, как все любят смотреть, они все наточены сварки, все четко. Вот так вот заменено. Вот так вот. Здесь под стеклом идет. И вот под стеклом, получается, было все аккуратно прихвачено. Снутри тоже не видно, что менялось крыло. Ну, видать, плохо обработали, может, металл, я не знаю, не грунтовали или что. И, в общем, герметик отлетел, и я, оказывается, ездил сколько лет, у меня стекло было отклеено вообще. И ничего не текло, то есть в салоне все сухо. Все вычистили, вот вокруг стекла. Все четко. Вот тоже ржавки здесь. То есть, хотя заводское стекло ни разу вообще не срезалось, они тоже срезали его, решили уже другое вставлять и удалять ржавчину. Вот такие вот части у нас тут были. Вот был металл, и вот был металл. Так, вот так вот был металл. Начал отверткой отколупывать эту шпаклевку, отвертка провалилась. Все, решил, короче, срезать. Вот срезал, вот такая вот беда внутри. Ну, то есть опять, соответственно, крыло не заводское, крыло мененное. Видимо, не обработали, ничего, голый металл, и все сгнило. Вот сейчас вот вырезал по старым гнилым кусочкам, вырезал нержавейку от стиральной машинки. Вот так вот. Хоп-хоп, все это зачистится вокруг и проварим. А здесь уже будет кантик гнуться. Так что сейчас будем варить, пробовать. Я, конечно, не ожидал такого поворота событий. Я думал, пескострою с этой стороны и все. Получилась такая вот беда. Ну что, все, заварили. Вот эту часть. Сейчас ее подогнем по форме, как должно быть. Варится плохо, потому что нержавейка, она раньше плавится. Но это все обточится. Сейчас будем сгинать вот сюда вот кантик. И также варить стык. Все, приварил кантик. Вот. Теперь крыло все жесткое. Форма сделается. И как бы будет все как с завода. Потом будем уже снизу отрезать вот этот кусок. Когда-то колесо у меня разлетелось. И бампер тогда пострадал. И вот здесь, то есть этот кусок, прямо его выгнал. Я уже здесь вырезал, правда. Вот. И я вот эту часть, то есть отрежу вот по отверстию. И тоже с нержавейки новую сюда сделаю. Так что продолжаем. Зачем тут плениться? Что тут еще отпилить, по-моему? Вот вырезал кусок. Вот так вот вниз будет привариваться. Кант загибаться. Ну, подрежу, что там лишнее. А потом уже вот сюда вот еще один кусок. Будет явно лучше, чем было. Все равно не заснимешь нифига. В общем, все, разобрались с крылом. Вот получается заплатка, тоже с нержавейки. На точках все герметиком шовным замажется. И вот кусочек варил. Но это все, говорю, обточится болгаркой. Но это уже завтра. На сегодня, я думаю, хватит. Ну что, на сегодня все. Кому интересна машина, ссылка на драйв в описании, на Инстаграм также, то есть там вся история машины с самого начала, то есть когда он был дизельный. Всем пока, удачи!